Всем привет! Продолжаем строить в разных цветах радуги. Сегодня у нас на повестке голубая квартира, и это будет квартира такого минималиста, архитектора современного, у которого, в общем, только работа в голове, поэтому его окружение достаточно такое минималистичное, но удобное, со всеми необходимыми вещами, которые нужны, в общем, для жизни. И сегодня, на самом деле, должно было выйти другое совершенно видео, потому что я начала строить квартиру общежития, ну, такое больше общежитие, конечно, просто в жилом доме. Но я, как обычно, немножко не рассчитала свои силы, потому что я посчитала, что, в общем, я смогу это все сделать гораздо быстрее, но как бы я поняла, что спешить нельзя, потому что начались какие-то недоделки, переделки. В общем, лучше сделать все хорошо, вот, и выпустить немножко попозже. Поэтому вот на месте квартиры, которая должна была через несколько дней как раз выйти, я выпущу как раз-таки общежитие, а здесь у нас будет все-таки квартира в голубом цвете. Потому что в прошлом видео я вас спрашивала о том, что а не совместить ли мне синюю и голубую, потому что голубого очень мало, и вообще как бы, ну, это сложные цвета, потому что в Симсах они не разделяются, и это все немножечко сложно, и вообще. И потом я поняла, что я великая халтурщица, потому что я и так себе уже упростила задачу тем, что, ну, я решила не дома делать, а квартиры. И я такая еще, ну, я совмещу синюю и голубую, потому что, ну, как-то маловато. А то, что можно просто посидеть и повыбирать из предложенных синих предметов голубые, ну, как-то мне не пришло в голову. Вот, в итоге я все-таки себя переосмыслила, поняла, что, ну, как-то нужно все-таки быть приличным человеком. Я вроде бы как позиционирую себя как трудоголик, и вот не нужно халтурить в тех местах, в которых можно этого не делать. В некоторых местах очень даже можно. Иногда бывает, что вложенные усилия просто не стоят того результата, который вы получаете. В этих случаях вполне себе можете позволить немножечко схалтурить. Это я вам по собственному опыту могу сказать. Так вот, но я все-таки взяла достаточно маленькую квартиру, хотя я ее очень люблю, честно. Я часто в ней строю, часто ее наполняю. И я, кстати, заметила вот в этой квартире, из-за того, что я сразу решила, что у меня будет всего один персонаж, что он будет у меня архитектором, ну, то есть, как бы я предполагала, что у него будет там немножечко кабинет, совмещенный, скорее всего, со спальней, плюс я забытыми подиумами разделила кухонную зону. В общем, как-то все так достаточно просто, достаточно ненасыщенно, ну, так хотелось немножко, чтобы оно все было такое более легкая. Так вот, что я заметила? Я заметила, что после постройки кучи домов и квартир, которые там по 150 человек на 1 квадратный метр, и чтобы их нужно было всех уместить, и чтобы были все столы, там, тумбы, все на свете, эта квартира показалась мне такой большой, тут так много места, я даже не знала, что туда поставить. Ну, то есть, как бы у меня получилась достаточно объемная кухня, то есть там много места, там есть где развернуться, там есть и обеденная зона, и такая зона, в общем, все есть, все, что нужно для жизни. Плюс есть, ну, конечно же, не разделенная на комнаты, но все-таки есть спальная зона, даже с этой штуковиной, такой декоративной. Я хотела прикрыть эти трубы, которые нельзя там убрать. Мне хотелось их немножко прикрыть. Я, честно, не особо люблю... Ну, как бы я люблю эту квартиру, но не люблю ее за вот эти вот трубы и дырки для мышек, которые потом появляются. И поэтому, если я такую не сильно жилую квартиру строю, я всегда их закрываю. Так вот. И получилось еще и кабинетик у меня такой небольшой, ну, как бы такая зона кабинетная, а не кабинетная, ну, в общем, для работы есть. И есть зона отдыха, и даже телевизор есть. И напротив телевизора я потом поставлю кресло, или уже поставила. Вот, то есть, как бы все для жизни есть. И когда я начала потом еще делать, как его называют, прихожую, то вообще все как-то так много места.
Так много лишнего места. И большая ванная получилась, где поместился и душ, и ванная, и туалет, и раковина. Все, что надо. Я же говорю, вот попробуйте, постройте в микроскопических пространствах для 8 персонажей, вот как бы ваш мозг так перестроится на другое какое-то, не знаю, наполнение. Ну, то есть, как бы, вот уже вот эта квартира, которая мне всегда казалась очень маленькой, прям крошечной. Я прям не знала, как здесь развернуться. Я прям старалась, чтобы все вместить. Теперь, мне кажется, просто гигантская. Но я уже много об этом сказала. Я вроде сказала про персонажа, который у меня здесь живет. Ну, вроде бы все более-менее. И, кстати, когда вот я выбирала из синего голубой, я немножко стала перед выбором, какой голубой выбирать, потому что голубой есть прям голубой, ну, в смысле того, что оттенок там какой-то более лазурный, то есть под синим обычно подразумевается такой ультрамарин, серая пейна, она тоже такая голубая, ну, такой глубокий синий, точнее. Вот. А вот лазурный, какой-то такой цвет морской волны, это вроде как уже голубой. Но голубым у нас именуется и светло-синий оттенок. Ну, то есть, когда вы, ну, такой просто вот разбавленный синий, такой ненасыщенный, он тоже как бы в обществе считается голубым. И вот здесь были небольшие проблемы, потому что часть предметов была такая вот именно из разряда лазурного, какого-то такого откровенно голубого, такого настоящего голубого. Есть даже в красках такой оттенок голубой FC. Вот это он, если вы загуглите его. Это вот такой эталонный голубой, и его здесь достаточно много в этой квартире, но все-таки для того, чтобы разбавить и соединить все вместе, я использовала и просто разбеленный такой голубой. А еще, конечно, респект вот этому протертому полу. Я уже перед этим говорила о том, что какое счастье, что он есть в нескольких цветах, и при том, что он, оказывается, есть во многих цветах. Ну, потому что и зеленый, он, оказывается, есть, и голубой есть, и синий он есть отдельно. Такой вот именно темный синий. То, что следующая постройка будет как раз-таки достаточно такая темная, насыщенная. Вот, потому что нам нужно делать именно синий, и, скорее всего, такой немножко мрачноватый, готишненький, возможно, немножко будет, ну, такая постройка. Может, тут будут какие-нибудь, я не знаю, я пока историю не придумала, но скоро придумаю, все будет красивенько. В общем, но в целом хочу сказать, что постройка голубой квартиры вообще не составила прям такого катастрофического труда, который я предполагала, что вот я сейчас буду так мучиться, у меня так много времени уйдет на постройку этой квартиры. Нет, ничего подобного. Я построила ее за стандартное время, там получается практически, ну нет, не 2 часа, а где-то час 30, час 40, где-то так, ну вот если выкинуть все перерывы. То есть это вообще недолго. Да, были какие-то проблемы с декором, вот, что-то мне не хватало полочек, если честно, но мне в каждом цвете не хватает полочек, потому что они зачастую все-таки деревянные здесь в Симсах, и ну, не хочется как-то сильно себе упрощать задачу и менять цвета, дополнять что-то такое. Вот, поэтому вот полочек, да, мне не хватает. Хотя самого по себе декора, конечно же, вполне достаточно. Вот, но более-менее я вроде как справилась со своей задачей. Надеюсь, вам понравилось. Ожидайте, скоро будет и серия дизайнера, и будет общежитие большое, красивое, насыщенное, интересное. Вот, на которое у меня уже ушло куча времени, еще предстоит. Но оно того стоит. Потому что мне безумно нравятся все эти постройки. Вот. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Приятного просмотра.